У меня не было никаких ожиданий от CS2, и я пытался не навоображать себе много, чтобы потом не разочаровываться. У меня никаких не было ожиданий. Вообще. Ну, последнее, что вспоминается, 2012 год, когда был переход с 1.6 Source на CSGO. Тогда было большее количество багов, тогда была непонятная стрельба, непонятные карты. И где-то Valve понадобилось около 1,5 лет, чтобы это зафиксить. Сейчас это проходит более планомерно, плюс они объявили, что мажор будет в марте. И видно, что с каждой недели происходят какие-то апдейты, и игра растет. Я играл в CS2, когда был бета-тест. На тот момент ощущалось, что игра сырая, и ожидалось то, что когда будет полноценный релиз, будет достаточно много багов зафикшено. Единственное, у меня было желание, чтобы CS2 пофиксили интерполяцию, связанную с регистрацией урона, умиранием за стенками и так далее. В целом я просто думал, что это будет более обновленная, более улучшенная версия CSGO. Ну, в принципе, так оно и оказалось, по моему мнению. Графика стала лучше, и в целом, как она работает, меня полностью устраивает сейчас. Не было никаких ожиданий. Просто ждал игру, был готов, не знаю, играть. Первое впечатление, что все в равных условиях, потому что видно, что много багов, опять же, что граната отпускается с задержкой, что приходится находить какие-то бинды, алиасы для того, чтобы гранаты, те, которые кидают шаг или джампро, залетали в место, куда тебе нужно кинуть. Но, опять же, понимаешь, что мажор в марте, и люди занимаются игрой. Я горел, потому что ничего не работает вообще, как должно. У тебя есть какая-то привычка за 10 лет, что ты играл в другую игру, что оно работает вот так. А оно не работает так. Надо было, типа, вспоминать те самые молодые годы, когда тебе было пофигу на все, просто поиграть и все. И тут так же примерно. Работа была какая-то проделана в сравнении с бетой, потому что стрельба ощущалась ощутимо лучше, большая разница была. И многие игровые ситуации были более четкими в плане ощущения в моменте, ощущения модельки твоей и твоих движений. Звуки плохие, input lag, FPS меньше. Мало того, что FPS меньше, у тебя еще такое чувство, будто бы у тебя 60 Гц. Это пока что еще вносит много рандома в игру. То есть ты не за все отвечаешь, что ты делаешь. Или что происходит на сервере. А также с пистолетов очень тяжело убить. Очень сложно. Никаких там прям вау впечатлений не было, просто новая игра, была прикольно играть. По поводу, другая эта игра или нет, приходится подстраиваться под определенные детали. То, как распикивать, то, как доигрывать раунды, именно в микроситуациях. Но сама структура игры, да, то она остается такой же. Да нет, на самом деле ничего не поменялось. Те же условные законы, если можно их так назвать, которые в CSGO нужно было соблюдать, чтобы комфортно играть с топпингом, они так и остались в CS2. Даже стало немного лучше с пингом играть, потому что у пика еще слишком огромное преимущество, и из-за этого легче с пингом дуэлиться. Я думаю, эта игра более готова после перехода. То есть CSGO была прям сильно сырая, там карты не так было сделаны, механика хуже была, мне кажется. На самом деле эта игра уже, мне кажется, даже full готова, если бы... есть два момента, это экономика и тикрейт серверов. Ты заходишь смотреть ту же самую игру, а твоя привычка не работает, как должно быть. И ты такой, типа, не понял нифига, и все. Я не думаю, что есть ощущение, что это какая-то другая игра. Это скорее можно обозвать CSGO с немного другими механиками. Больше всего в моем геймплее поменялась карта Anubis. Если говорить про сторону защиты, то стало просто меньше раундов. Из-за того, что стало меньше раундов, меньше возможностей брать АВП вторая. И геймплей стал в целом чуть более динамичным, потому что это требуется от игры из-за специфики позиции. Я думаю, нюк и оверпас сейчас. Сложнее всего сейчас играть именно на Ancient и на Vertigo, я думаю. Каких-то прям критических изменений, наверное, нет ни на одной карте. Кроме, наверное, Inferno, но Inferno мы не играем. Но есть еще нюк. Так как хаешки взрывают дымы, на нюке это критическое изменение, но пока тяжело мне оценить, насколько сильно это повлияло. По
Получается, вышла CS2 и было около недели для подготовки к турниру. Мне нужно было понять в первую очередь, какие вещи и наработки из CSGO будут работать в CS2. Да? Мы пытались искать баланс, при этом подстраиваться под новую механику игры и потихонечку адаптироваться. Я считаю, слишком много переменных, много проблем в игре, которые влияют на твое качество игры, чего не должно быть, если мы говорим про соревнования. Есть некоторые команды, которые имеют чуть больше наигрыш в CS2, потому что они играли, например, онлайн-турниры, которые вот начались в момент выхода этой игры. Они больше играли официалок, больше праков, и у этих команд чуть лучше будет получаться в сравнении с теми, кто, например, недавно были на каких-нибудь ланах, кто не заходил, по сути, вообще в CS2. И первые команды, они будут в преимуществе относительно тех, кто не распробовал, так сказать, механику движения и стрельбы. Видно, что те, кто играют больше в эту игру, они больше абузят преимуществ в данный момент. Очень много МАК-10, очень много простых раундов влететь быстро, зарашить что-то за теров, потому что это реально сейчас работает. Потому что сейчас очень большое преимущество у тех, кто что-то делает быстро. Поменялось то, что тренер на сервере не может находиться и смотрит через Discord, и это замедляет рост команд. Касаемо подстроек команд под новую игру, есть ребята, которые видно, что играют в новый КС, есть ребята, которые играют как в старую игру. Но потому что я вижу по результатам и по каким-то демкам, люди, которые играют в старый КС, им тяжелее сейчас. Им нужно будет понять, что стоит перестроиться. Раунды и окончание раундов такие же широкие, как и были, что они на своих позициях стараются играть, ставить прицел под углом, думая, что если человек на тебя выйдет, ты его уверенно убьешь. На самом деле сейчас дуэль в сторону распикивающая сильно. И по большей части, наверное, больше всех сейчас страдает Авик. Я на самом деле тоже сейчас, вообще не хочу с Авиком играть, особенно там на некоторых картах. Это вообще как будто бы нереально. Вот я говорю, это поломанная механика пиков, когда ты контролишь на фокусе, и чел может пикнуть, там, увидеть тебя, 3 секунды посмотреть, и, ты его только увидишь на экране, ты уже умер. Я думаю, сложнее всем пока что это 100% снайпером, потому что из-за плохого тикрейта, который там саптик, который работает по типу, если ты навел на мониторе на голову, и неважно, человек ушел ли или нет, это все еще накладывается на пинг. Если ты навел, выстрелил, то даже если человек ушел у себя на экране, он умрет все равно. А авиком это вообще невозможно играть. Плохая экономика для авиков. То есть его как будто стоит сделать либо дешевле, либо поднять прибавление денег, допустим, на сервере. Еще слишком мало времени прошло, чтобы именно полностью понять, что именно не так. Вот. Но по первым играм просто из-за поломанных пиков не особо хочется брать АВП, и хочется тоже самому больше как-то с рефло играть активнее. Особенно там на каких-то картах типа Вертига. Праки заканчиваются раньше, и после каждого прака минут 15-20 перерыв. В это время мы можем что-то разобрать, или просто перерыв какой-то на перекусить или еще что-то. Как будто МР-12 для праков больше подходит, потому что ты можешь либо обсудить больше после праков, либо наоборот чуть-чуть ресетнуться за те 15 минут и идти next прак играть. То есть как бы получше стало. Теперь из-за того, что экономику пока они не пофиксили, теперь ты относишься к каждому раунду более ценно, потому что очень много может быть сейчас такого, что люди могут брать там 4-0 и в обратку 4-8 проигрывать. Не из-за того, что они плохо играют, а потому что они не могут себе закрепить экономику потом. Определенно нужно больше концентрации, потому что нельзя совершать глупых ошибок, потому что в МР-12 глупые ошибки сильнее наказываются. И череда каких-то неправильных решений может привести к неудовлетворительному результату. Про соперников тяжело что-то говорить, но если про нас, то очевидно недостаточно просто опыта в этой игре, и из-за саптика очень много изменилось, из-за того, что дымы можно взрывать, много изменилось, из-за размера дымов
что-то изменилось и так далее. Тот багаж, который был в свои годы уже, да, он переносится на игру, какие бы изменения ни были. А к микре, к деталям при просмотре ДМК и при понимании логики, почему люди делают те или иные вещи, довольно понятно, как это все работает. С MR12 история такая, что сейчас более весомо стала подготовка, в моем понимании, и план на игру, потому что если ты берешь пистолет и первый бай, у тебя уже 5 раундов есть, в среднем ты будешь чаще выигрывать в сторону. И, соответственно, игру тебе проще закончить. И я думаю, что для андердогов против тир-1 команд сейчас приятная, довольно приятная история, потому что ты можешь допускать большее количество ошибок, и тебя за них не накажут. Конкретно не буду говорить, но есть ребята, у которых микродействия в CSGO подходили под CS2. Что я подразумеваю, это то, что нужно быть всегда в движении, нужно пикать на широких стрейфах, и вот этим ребятам проще. Те, у кого микра немного другая, приходят сейчас переучиваться. Опять же, слишком мало времени прошло, я думаю, что ребята адаптируются. Если говорить про возраст игрока, это лишь желание играть, желание что-то изучать новое и адаптироваться к изменениям. И только будет решать то, сколько, так сказать, ты вкладываешь труда. Я не думаю, что новая игра повлияет на то, что больше будет молодых. У молодых просто здоровье, ну, банально лучше, и они могут играть по 20 игр в день, из-за этого они просто механически быстрее развиваются, привыкают к игре. Как бы и старая школа тоже может спокойно привыкнуть. Ну, плюсы то, что тренера убрали, зачем он нужен. Но если говорить серьезно, то плюсы, наверное, визуальная это графика. Что-то новое, свежее — это новый формат MR12. Из минусов, что, опять же, игра только вышла и достаточно много проблем с оптимизацией и в целом железа. Допустим, насколько мне известно, на NVIDIA FPS гораздо меньше, чем на AMD. Некоторые эффекты еще непонятны. Ну, наверное, я бы назвал минусами то, что молик работает не так, как раньше. Раньше молик давал чаще тебе какой-то one-way, и ты мог там как-то что-то исполнить там сверху, снизу, там всякие пики. Сейчас невозможно, он просто ничего не делает, просто он горит, типа. Плюс это мало раундов, это реально игры идут быстрее, и со сделанной экономикой они должны быть более красочными. Ты понимаешь, что это хорошая игра, тебе реально там как 10 лет назад ты зашел там в CSGO, вот тут также в CS2 зашел, такой, блин, хочется поиграть, типа, прикольно выглядит. Плюсом этой игры я считаю введение региональных таблиц лидеров мирового рейтинга, так сказать, как в Доте. Это очень крутое нововведение. Если Габен сможет реализовать еще и античит каким-нибудь образом, то это будет супер круто. Среди минусов первым можно выделить отсутствие некоторых консольных команд, которые были в CSGO, которые очень нужны. Например, левую руку поставить или изменить тряску, когда ты бегаешь этого оружия. Планы наши заключаются в том, что набрать материал. Позавчера был апдейт, мы сыграли 9 карт, и после апдейта эти демки не работают. То есть материала этого у нас больше нет, и причем с откатом версии они все равно не работают. Да? Сейчас у нас будет 4 турнира, с которых нам нужно отобрать материал, сделать правильные выводы, подстраиваться под новую игру и над этим работать. Я думаю, главной целью является просто привыкнуть к игре, к механикам, к стрельбе, к движению, ко всему вот этому. Понять все эти микрофишки и использовать их в игре, поставить игру на всех картах, исходя из того, какая сейчас игра. Нужно выиграть все турниры, которые у нас будут, и все. Это, наверное, единственное ожидание, которое у меня есть, что мы займем хорошие места и выиграем. Мне кажется, как у молодой команды у нас задача, где мы играем, там максимально высоко добираться. Я думаю, каждый турнир, каждую игру мы на full фокусе играем, стараемся победить и просто добавляем в это какие-то элементы теста или тренировки. Вот, но в любом случае каждый турнир, каждая игра играется на полную победу.